Это Левита Мадре. Вот ее мы сейчас будем кормить. Здесь она, спасибо большое, здесь она увеличилась, ну, в 3 раза точно. Когда я буду кормить, вы увидите, какой она была, там маленький шарик. Да, красота, спасибо. Ой, Антонина Анатольевна, здравствуйте, я люблю вас. Вот она. Видите, да, какая она пористая вся, вот, посмотрите. Надеюсь, вам видно хорошо. На закваске Левита Мадре. Да, спасибо большое. Я тоже всех рада слышать, потому что, видите, я вас не могу, но слышать могу. На этой закваске я пеку сдобу. Это выведенная закваска, поэтому вот сейчас я буду кормить. Какие-то вещи о ней я скажу, какие-то, к сожалению, не могу. Это закваска Левита Мадре. На этой закваске печем сдобу, любую сдобу. В принципе, на ней хлеб можно выпекать. Вот. Вот она. Но по сути она предназначена для сдобы, для высокосдобной выпечки, где много жиров, много сливочного масла, много желтков, сахара. Именно она предназначена для того, чтобы поднять все это. Хотя я пекла сдобу, панеттоны, куличи и на хмелевой закваске тоже все поднимает, но тем не менее мякиш все равно, ну, везде разный. Еще раз покажу. Вот она была свернута в рулет. Здесь на дне вода, здесь вода. Она была покрыта водой. И вот так она выросла уже из воды. Мне нужно будет с нее слить воду, достать ее, взять из моей закваски твердую часть. Именно твердую часть будем кормить. На остатках твердой части, не той части, которая уже совсем тут разложилась, можно сказать, да, мы на ней ничего не делаем. Берем только твердую часть. Поэтому сейчас за стол разворачиваю и начнем. Сейчас я с нее сливаю воду и достаю. Вот такая она. Видите? Она вся пористая. На вкус она почти не кислая, достаточно приятная. Вот легкая, может быть, но тут не может быть много кислоты, только потому что она находилась в воде. В закваску я добавляю только бутилированную воду. То есть вы можете брать либо воду фильтрованную, либо из колодца, либо бутилированную. Но никак не из-под крана совсем. Из-под крана нельзя. Ну, опять же, во всяком случае у меня, потому что много хлорки. То, что может убить, в общем, наши дикие дрожжи в этой закваске. В этой закваске, ну, дрожжей нет. Здесь дикие дрожжи выведены из муки и воды, да? В данном случае я эту закваску веду на муке Манитоба, потому что эту закваску только и ведут на сильной муке. Мы сейчас немножко пожужжим чистоместным, ну, миксером, да, это планетарный миксер по большому счету. Вот, он сейчас соберет муку, воду и закваску, на которой я кормлю, да, Левита Мадре. Вот. На все про все у нас по большому счету уйдет сейчас, ну, 10-15 минут. Что значит сильная мука? Сильная мука — это где белок выше 13%. 13 и выше. То есть, если вы посмотрите на пачку вашей муки, которая, допустим, сейчас дома. Да, добрый вечер, спасибо большое, я вас тоже. Если вы посмотрите, то у вас там, скорее всего, белок будет 10,3, например. Это считается слабая мука, она больше для хлеба. А для сдобы нужна сильная мука. Ой, спасибо большое. Для сдобы нужна сильная мука от 13% и выше. На сегодня у меня дома мука и Манитоба, итальянская, 13% белок. И мука у меня есть с белком 14%, итальянская, марки Денси. И у меня есть мука для панеттоне, белок 16, ну, достаточно сильная мука. Тот рецепт, который я сейчас тещу, да, пробую, там много жиров, много масла, много желтков. И даже Манитоба 13% этот рецепт не выдерживает, поэтому я пеку на муке 16%. А хлеб можно на обычный 10,3 делать и все. Так, хочу сама посмотреть, слушаю. Ну да, я сейчас быстро вам покажу. И опять пока уберу, или вот сюда поставлю.
панеттоны на расстойке. Видите, они уже все. Их уже надо покрывать, потому что до края примерно от верха 1,5 сантиметра, даже уже не 2, если от самой верхушки смотреть. Вот. Поэтому сейчас у меня глазурь уже готова тоже. Глазурь есть, кстати, в аккаунте, поэтому сейчас туда-сюда и будем выпекать уже. Так. Про закваску не получается. Я вам сейчас расскажу, когда чуть-чуть свободная минута будет. Значит, я буду работать на столе. Стол у меня столешница каменная. А с закваской, что называется, работаем в чистую. Вот прям совсем. Итак, вот наш комок теста, который мы сейчас будем раскатывать. Я сейчас быстро соберу в шар. Видите, да, что я прям быстренько собираю в шар. Закваска Левита Мадре — это твердая закваска влажностью от 45 до 50% она. Вот у меня шар, вот такой получился. Видите, он небольшой. Накрываю свой шар на 10 минут. Алиса, поставь таймер на 10 минут. Поставила таймер на 10 минут. Ага. Сейчас наш вот этот шарик, давайте я вот так попробую. Сейчас наш вот этот шарик отдохнет 10 минут, иначе сейчас будет невозможно его раскатывать, потому что тесто будет сопротивляться, он только после замеса. И плюс я его собрала в шар, да. Поэтому сейчас 10 минут, дальше раскатка в рулет, в воду и убираем все. И начинаем заниматься панеттоне. Потом уже, когда я поставлю панеттоне, мы сделаем замес хлеба вручную достаточно быстро, который выпекать я буду завтра, не сегодня. То есть сегодня тесто чуть побродит, вот, при комнатной температуре. Затем я его уберу уже в холодильник, оно будет там до утра на брожение. Причем это будет не расстойка, опять же, буду смотреть на время, смотря во сколько я сегодня лягу спать. Если вдруг я лягу спать поздно, то значит, что, возможно, выбродится оно при комнатной температуре, а расстойку уберу в холодильник. Если я вдруг лягу спать рано, значит, рано это 11-12 часов, да, то в этом случае тогда брожение в холодильник брошу и все, потому что в комнате не рискну оставить тесто, перебродит. Да ладно. Итак, сейчас моя задача раскатать примерно прямоугольник. Раскатываю не тонко, не в тонкую. Так. Где-то в данном случае это раскатываю 0,5 сантиметров где-то. Чуть-чуть. Работать надо быстро, потому что здесь закваска, живой организм. У меня квадрат. Прямоугольник, не квадрат, извините, что-то я к вечеру прямо-таки. Выгоняю воздух, лишний воздух. Я складываю сейчас, видите, как конвертиком. Не конвертик, но складываю. У нас получается дальше я раскатываю это все. Толщина где-то вот, толщина. Сворачиваю рулетиком. Вот он, рулетик. Наша закваска. Рулетиком.
Сейчас принесу водичку. Я положу в охлажденную водичку, но сейчас все увидите. Так, водичка моя, она охлажденная. Стакан у меня был мокрый, помытый, поэтому я сейчас уберу влагу. Не хочу, чтобы она прилипала. Но тем не менее, по сути, это не мешает особо, но все равно. Дно стакана и моя закваска. Подождите, руки должны быть сухими. И моя закваска, еще раз покажу. Примерно так, чтобы вошло сюда, но примерно уперлась, но не прям в растопырку, да, но и не болталась, там не плавала. Поэтому я кладу сейчас вот это. Я положила. Видим, да? И заливай водой. Водой залила просто, чтобы прикрыта, видите, не до конца. Чтобы была, она была прикрыта. Вот. Видно, да? Ну и все. И ставлю ее, убираю в нужную температуру. И дальше она будет стоять до утра, до завтрашнего утра, до 9 утра. В 9 утра снова кормление. Я кормлю 2 раза в сутки, чтобы было активно, для того, чтобы мне в любое время сделать сдобу. В любое время, когда я хочу, например. Вот. То, что вы видели в начале эфира, когда я показала, вот это уже увеличенная закваска вот из этого объема, вот из такого. Спасибо большое еще раз за подарки. Все, я ее уношу. Да, нам уже пора. Пора. Здесь у меня уже готовая глазурь. Рецепт глазури есть в аккаунте. Так и называется. Глазурь для панеттоне. Она у меня уже в пакетике. Сейчас я сделаю дырочку. Вам же видно хорошо, да? Да. Сейчас я сделаю дырочку, и мы с вами продолжим. Видно, да? Ага, хорошо видно, в принципе. Что, погнали? Угу. Можно вот эти кружочки, в общем, прям рядом совсем, можно не рядом, как вам нравится, в общем. Можно где-то их перекрыть, там, если что. Но много тоже не надо, добавляйте все в один ряд. Я просто пустоты закрываю там какие-то. Но и то оно сейчас при температуре будет, в принципе, нормально закроет всю поверхность панеттоне, даст дополнительную влагу. Поэтому, если панеттоне выпекать, я больше люблю, когда есть покрытие. С покрытием мне больше нравится. Второй видно вам? Видно же вам, надеюсь, да? Дальше я посыплю жемчужным сахаром. Можно посыпать, можно не посыпать. Если нет в наличии жемчужного сахара, то вы можете использовать пудру сахарную, посыпать сверху сахарной пудрой. Только не просто вот руками, да, там рассыпать как-то,
а через ситечко. Сейчас, подождите. Так, жемчужный сахар. Это сахар, который не тает в духовке. В принципе, все. Погнали. Я сейчас вот так разверну. Ага. Так, здесь я сделаю замес, но руками сейчас смешаем. Мы сейчас руками смешаем закваску. Иными словами, нет закваски, а опара, например, на дрожжах. Значит, вы будете смешивать опару, воду, муку. Можно сразу положить соль, сахар и потом добавить сливочное масло или оливковое. Да, если вы, допустим, будете делать рецепт, исходя из формулы 1, 2, 3. Что это значит? Это значит, вы знаете, какой вес хлеба вы хотите получить, или сколько у вас есть в наличии закваски или опары. Вот я сейчас взвешу, да, сейчас прямо по шагам расскажу. Мы помним, да, что у меня оставались остатки левита мадра. Хлеб, в принципе, делают на пшеничной закваске, но это что же пшеничная? Но я иногда пеку хлеб на остатках, чтобы не выбрасывать. Мне их жалко выбрасывать, потому что они хорошие. Это же как раз закваска, считай, на пике, да? Секунду. Вот сейчас я хочу взвесить, чтобы сначала понять, сколько у меня есть закваски, чтобы дальше исходить из того, сколько мне добавить муки и воды. Вы можете для себя пометить, что, как правило, соль в хлеб добавляют 2% от количества муки. Муку мы считаем, мука, которую добавляем в тесто, и мука, которая в закваске. Общее количество. Умножайте на 2%, получаете количество соли, которое вам надо добавить в тесто. Так всегда, по большому. Ну, от 1,8 до 2%. Я добавляю 2%. Итак, у меня сейчас здесь 142 грамма закваски. Сейчас только руки помою. Так, 142 грамма закваски. Получается, к 140 граммам мы добавим 2 части воды и 3 части муки. Возьму калькулятор. Так, 142 умножаю на 2. Значит, воды мне сюда нужно 284 грамма. Но я добавлю чуть больше, потому что у меня закваска не 100% влажности, а 50%. Я прям лью воду, 284 грамма, я добавлю чуть больше, как уже вам сказала. Я добавлю 320 грамм воды, но вы добавите 284 грамма, то есть 2 части воды. Я добавляю, повторю, больше, потому что у меня 50% влажность. Сейчас мы вот так немножко... Сейчас наша закваска тут пусть поплавает, потому что если была бы пшеничная, она бы тут практически сейчас бы и растворилась быстренько. Спасибо за лайки. А так как у меня 50% влажности, она же такая прям тугая, можно сказать. Поэтому пусть она сейчас чуть полежит в воде. В общем, мы добавили 284 грамма воды. 142 грамма закваски у нас было. Муки я добавлю в 3 раза больше, чем закваски, то есть 3 части. Это значит 426 грамм муки я добавлю. Да, добрый вечер всем, кто присоединился. Нет, я не технолог совсем. Спасибо большое за сердечко еще раз. Поэтому муки вы добавите 3 части от количества вашей закваски. Ну или опары. Потому что опара, по большому счету, это размноженная закваска, чтобы вы понимали для себя, да.
Можно даже рецепты не смотреть. Можно же в этот хлеб, вот где формула 1, 2, 3, одна часть закваски, от нее 2 части воды и от нее же 3 части муки. 2% от количества муки соли всегда добавляем, да? И можете добавить сахарку немножко, в зависимости от того, как вы хотите получить вкус. Можете добавить сливочное масло или оливковое масло. Все ваше предпочтение. Кроме того, можете добавить любые сухофрукты. У вас получится десертный хлеб. Можете в это же тесто добавлять, если по этой формуле о ней говорить, часть пшеничной муки можете заменить на цельнозерновую, на ржаную, на гречневую. Нет гречневой муки, перемолите гречку, будет вам гречневая мука. Любую другую, но если вы добавляете другую муку, да, то добавляйте для начала процентов 20, заменяйте, потом можно 30, доходить до 50%, да, особенно с ржаной, например, потому что если уже ржаной будет больше, чем пшеничная, это уже будет ржано-пшеничный хлеб, немножко другая история. Так, сюда же я сейчас, почему, потому так у меня сейчас ручной замес, я сюда же сейчас добавлю соль, сахар, потом муку, чтобы соль и сахар у меня здесь уже растворились. Спасибо большое еще раз за лайк. Так, муки у меня будет 426 грамм, значит я добавлю 8,5 граммов соли. Можно соль добавлять потом на самом деле. Можно вот сейчас, как я, прям прямой замес это сразу. Все. Сюда же я добавлю сейчас 484, 142, умножить на 3. 148 умножить на 3. Ага. Сюда же я добавлю сейчас где-то граммов 30 сахара. И сюда же я добавлю потом столько же, сколько сахара, столько же сливочного масла. 30 грамм сахара. Сахар можете не добавлять, это вообще опция, кому как нравится. Так, и добавлю я сюда сейчас муку. У меня 148 же грамм было, да, закваски, правильно? 148 же у меня грамм было закваски, да? 400, хотя помнится 426. 142. 426 муки добавим сейчас. А масло добавим в последнюю очередь. Сюда буду добавлять в этот хлеб сливочное масло. Муку не просеиваю. Для хлеба вообще это не требуется, равно как и для сдобы. Муки другой у меня нет, поэтому я сейчас использую вот эту муку. 426. А уже потом, когда сейчас 400, когда мука возьмет воду, уже потом добавлю сливочное масло. Вы можете вместо сливочного добавить оливковое или подсолнечное без запаха, как вам нравится. В общем, короче говоря, хлеб по формуле 1, 2, 3 достаточно простой. Если нет закваски, сделайте стопроцентную опару, где равные части муки воды добавьте в опару, например, 1 грамм свежих дрожжей. В этом случае ваша опара там побродит часов 5, может быть 6. Добавите, если 0,5 граммов свежих дрожжей, побродит, возможно, 8-9 часов, в зависимости от температуры. Все, у вас есть созревшая опара. Взвешиваете опару и добавляете от опары уже считаете 2 части воды, 3 части муки. Соль 2% всегда от массы муки, сахара, масла, да, все, вот вам хлеб готов. Начинаете добавлять туда разные начинки, у вас получится и десертный хлеб, и сладкий хлеб, какой угодно. Поэтому тут, ну, прям можно конкретно экспериментировать и играться, в том числе с влажностью теста. Если у вас, допустим, крепкая мука, да, а вы хотите тесто пожиже, да, не тугое, например, добавляйте воды. Пока идет замес, вы можете все добавить. Печем. Это я в духовочку поглядывала. Итак, что я делаю? Я сейчас просто смешиваю. Можно не добавлять сразу, как я, соль и сахар, например. Вы можете сначала смешать вашу опару, вода, мука, спасибо большое, вода, мука, и оставить постоять на авторизе там 30 минут. То есть авториз — это когда соединяется мука с водой,
и стоят накрытые минут 30, как только вы все смешали. То есть все смешали, имеется в виду, когда мука, все, нет сухих комочков муки. Все. Вы смешали и ждете 30 минут, можно даже до часа порой. Но когда есть закваска, лучше, конечно, 30 минут. А потом уже можно добавлять соль, сахар. Ну, сначала сахар, потом, например, соль, потом масло. Или сахар, масло, потом соль. И все. Значит, смотрим, да? Я все смешала. Видим, да? Вот, у меня сейчас вот какое тесто. Поближе покажу. Вот оно. Оно такое, никакое. Видите, вот. Но пока никакое. Прям показываю, что вы обратили на это внимание, да? Но при этом сухих комочков муки у меня здесь нет. Все. Сейчас пока накроем. Я руки помою. Ну, дополнительно скажу, что испеченные панеттоны разрежу только завтра. Они будут 12 часов висеть еще вверх ногами. Большое спасибо за лайки. Спасибо. Итак. Накрываю просто крышкой и стоит 30 минут. Алиса, поставь таймер на 30 минут. Готово. И стоять она будет 30 минут. Через 30 минут я добавлю сюда сливочное масло. Размягченное уже. Оно было в холодильнике, не растопленное, а размягченное. Я его достала примерно, вот прямо перед эфиром. Оно лежит пока на столе, оно будет размягченное. Спасибо большое. Вот, поэтому через 30 минут мы добавим сюда сливочное масло. И все, я вам покажу обминки. Все. И тесто будет стоять, и не надо с ним больше ничего делать. Оно само там дойдет, и хлеб будет пористый, красивый, без всяких миксеров. Другое дело, что высокосдобную выпечку руками будет очень сложно месить, там час и больше, а какие-то вообще будет невозможно вымесить. Там нужна машина, да. А хлеб без всяких замесов, и вы не будете тратить кучу времени. Вот я бы сейчас поставила 30 минут, да, таймер, я пошла заниматься там условно своими делами. Все. И больше ничего. Короче, вам видно, вот они. Я достаю. Сначала я достану щуп. Вам быстро показываю. Вот он. И уношу вешать вверх ногами. Видно, да, вам? Все, пошла вешать вверх ногами. И достаю второй. Так, духовку я выключила, да? Второй. Вот они, палочки. Вот. Пошла вешать вверх ногами. Наше тесто, которое мы с вами просто смешали. Да, просто было смешано, и такого ничего мы с ним не делали. Мне сюда надо добавить сливочное масло. Но перед тем, как буду добавлять сливочное масло, вот так не видно вам, да? Сейчас, ну закваску не хочу трогать. Вот оно. Оно, видите, рыхлое такое, прям никакое. Я сейчас хочу показать вам его. Помните, я показывала, оно прям такое рвалось, ну и было не собранным таким. Я мочу руки водой. И при любой обминке я мочу руки водой. Вот я смочила руки водой. Теперь давайте я вам покажу тесто. Сейчас. Ну, видите, как уже? Оно уже, смотрите, как тянется хорошо. Но я тут влажности дала побольше ему. Я уж не люблю тугое тесто. Смотрите. И это после того, когда оно 30 минут полежало, да? Так как я вам сказала, что масло у меня сливочное размягченное. Да, мне весы еще чуть-чуть нужны, подождите.
Масло у меня сливочное размягченное. Я масло сейчас сюда уже добавлю где-то 30 грамм. Ну, на эту массу теста. Масло просто размягченное, видите, просто размягченное. То есть оно не замороженное, но и не растопленное масло никогда не кладем. Все, 31 грамм я добавила масла. Вот оно просто сверху у меня лежит. Вот видите, просто сверху его положила. Сейчас я его просто как бы здесь по тесту, оно уже размягченное, размажу. Вот таким образом, смотрите. Вот так. Чтобы, главное, оно вошло в тесто. Это максимум усилий, который вам придется приложить, если вы будете добавлять масло. Все. Если вы будете делать хлеб без масла, то таких усилий вы не будете прилагать. Вот. А большинство хлебов можно делать просто без масла. Видите, оно уже, добавив масло, посмотрите, оно уже приятное, да? Оно, смотрите, как тянется уже хорошо. Сейчас попытаюсь. Смотрите, оно уже приобрело некую структуру, полежав буквально 30 минут. А вошло масло или не вошло, вы будете видеть сами, потому что, ну, по тесту видно, есть остатки масла в тесте или нет, или оно вошло. Вот так. Я, бывает, спокойно делаю вручную, когда мне, допустим, не хочется шуметь, кто-то из семьи, допустим, спит, и я тестомес не хочу включать. В принципе, все. Единственное, сейчас что сделаю, придам ему структуру некую, мокрыми руками. Я его, видите, соберу сейчас обминкой, как говорится, в рулетик. Видно вам, да? И с другой стороны. Но руки мочу. Руки мочу, чтобы тесто не прилипало. И с другой стороны. Все. У нас рулетик. Мне, конечно, очень хочется его переложить в миску, но это я сейчас сделаю, как только с закваской разберусь. Показываю. Видите? Оно уже собрано. Ну, хорошее. А переложу в другую миску, в квадратный контейнер, где мне просто удобнее обминки делать. Еще раз спасибо большое за лайки, за подарки. Рецепт теста хлеба. Все рецепты в аккаунте, и немало. Разложены по плейлистам. Плейлисты рецепты на закваске, рецепты на дрожжах. Можно зайти ко мне в аккаунт, над постами треугольнички такие. Это есть плейлисты, они подписаны. На любой нажимаете, вы попадете в сборник опубликованных ранее постов с определенными рецептами в определенной тематике. Все, берете и пользуйтесь. Почему бывает кислинка в хлебе? Ну, зависит от вашей закваски, какую положили вы закваску. Если положили закваску, не освежив ее, да, допустим, уже кислую, то, конечно, будет кислинка. Вот. Поэтому говорят, да, сделать опару, чтобы опара дошла до пика. Это значит, опара будет свежая, здоровая, да, сильная, на пике, которую мы кладем в тесто при замесе. Так, ну вроде бы, ребятушки, я все вопросы... Алиса, выключи таймер. Я так думаю, это таймер обминку еще одну сделать, да? Походу так. Вроде других таймеров я нигде не ставила. Итак, мои дорогие, сделаем еще одну обминку. И все оставляем. Хотя вы можете... Вот сейчас мы делаем, получается, вторую обминку, да? Вторую же. Спасибо. Спасибо большое за это. Пожалуйста, зерновых хлебов. Можно. Но там... Да там что там будет? Одно и то же почти. Вторую обминку я делаю, напомните, да? По-моему, вторую. Ну, в общем, вы можете сделать
2 обминки, 3. Можно сделать на самом деле 4 обминки, то есть через каждые 30 минут в районе 4 обминок. А можно не делать. Оставить вот так тесто, и оно само дойдет, будет у вас бродить, ферментироваться. В любом случае вы потом положите на расстойку, будь то корзинка или форма, и вы все равно получите вкусный, воздушный, пышный хлеб, если у вас тесто выбродило. Если чувствуете, что слабая мука у вас, да, слабая мука это где белок 10,3, но опять же, не каждая еще мука будет слабой, то есть белком 10,3. Вы просто поймите, она будет в руках у вас прям расползаться. Делайте точно обминки. А если у вас тем более новая какая-нибудь мука, которую вы первый раз, допустим, используете, да, то однозначно, и если рецепт первый раз, не лейте сразу всю воду, оставьте про запас, граммов 50-40 отдельно пусть стоят, не лейте все, добавьте муку, замесите, посмотрите, устраивает ли вас консистенция. Если понимаете, что тесто туговато, да, добавляйте тогда эту воду из рецепта. Мы говорим о количестве воды из рецепта. Так, делаю обминку, мои дорогие, вот показываю еще раз, да. Снова начинаю с серединки и собираю вот так тесто. Видите, оно уже красивенькое, гладенькое. По большому счету, это, по сути, считай, техника без замеса, да. Еще показываю. Да, плохо видно, конечно. Подождите. Сейчас. Смотрим. Видите, какое уже тесто, ребятушки? Видите? Главное, чтобы не вывалилось. Видите? Оно уже гладенькое. Оно уже гладенькое и хорошенькое. Прям красивенькое. Поэтому и оставляем на столе. Если вы понимаете, что вам некогда, вы, конечно, смело можете ваше тесто убрать в холодильник, и там оно может продолжать бродить. Вот. Но опять же, если вы новичок, то лучше пока оставлять тесто на брожение при комнатной температуре, чтобы вы научились чувствовать тесто. А потом уже можно добавлять в холодильник и во время расстойки, и во время брожения. Пока, если только начинаете, делайте все пока при комнатной температуре. А я люблю кислый хлеб. Как быть? Слушайте, не знаю, как быть, если вы любите кислый хлеб. Не знаю. После всех обминок сколько еще тесто должно бродить до выпечки? Значит, смотрите, если мы тесто делаем дрожжевой рецепт, да, то, как правило, в рецепте всегда я пишу брожение опары столько-то, брожение теста столько-то при такой-то температуре. То есть вы все равно исходите ориентировочно от тех данных, которые я вам даю в рецепте. Если вы делаете заквасочный хлеб, аналогично. Вот это тесто у меня побродит при комнатной температуре, по сути, 3 часа. Вот, учитывая, что у нас с вами 30 минут было в толес, плюс сейчас было 2 обминки, то еще 30 минут, прошло 1,5 часа. То есть вот это тесто сейчас, по сути, бродит 1,5 часа. Я его еще могу оставить на 1,5 часа, либо, вот сейчас 20:16, либо подержать его до 12 ночи, это будет у меня примерно 2 часа, там 10-15 минут, и убрать его на брожение в холодильник, чтобы ночью им не заниматься, потому что округление, да, время занимает и то и все, поэтому я его подержу, получается, 2 часа, там 15 минут, вот оно прикомнатное, вот как сейчас, и уберу до утра в холодильник, у меня там плюс 6, при плюс 6 оно, почти выбродит, буду смотреть по тесту, потому что тут же закваска не пшеничная, точнее пшеничная, но Левита Мадре, она, чуть посильнее, может быть, да. Вот, утром достану из холодильника, возможно, подержу при комнатной температуре это же тесто еще пару часов. Я просто буду смотреть по тесту, а может и нет. По нему буду, в общем, смотреть. А так, смотрите, в рецептах всегда все написано очень подробненько. Эфир я сохраню. Весь эфир, возможно, выложу на YouTube-канале. Здесь, возможно, частями буду что-то резать, выкладывать. Посмотри, чтобы, главное, интересно вам было. В общем, еще раз всех благодарю за подарки, за лайки, за подписки, за добрые слова. И спасибо, что вы были со мной. И до завтра.